Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, поговорим о предметах, которые не должны наполнять ваш дом. Они не должны быть в вашем доме, и у каждого запрет на тот или иной предмет и вещь, у каждого знака зодиака он будет разный. Поэтому, пожалуйста, просмотрите это видео до конца и примите обязательно меры. Вы знаете, каждая вещь несет в себе определенную энергетику. Одни наполнены положительной, а другие отрицательной. И от того, каких вещей больше окружает человека, имеет большое значение. Ведь если будет больше вещей с положительной энергетикой, такой человек будет притягивать в свою жизнь приятные события, будут получать новые эмоции, а жизнь такого человека будет наполняться счастьем, удачей, благополучием, деньгами и любовью. А если человека будут окружать вещи с негативной энергетикой, это будет с каждым днем ухудшать и менять его жизнь не в лучшую сторону. Также могут начаться неприятности, проблемы, неудачи, и с каждым разом все будет становиться только хуже. Очень важно окружать себя только правильными вещами, и тогда жизнь будет складываться удачно, и в доме будет приятно находиться, так как его энергетика действительно будет благоприятной. В таком доме не будет ссор, будет хороший сон, что очень хорошо и будет помогать энергетическому полю быстро восстанавливаться. Поэтому очень важно и даже нужно окружать себя только вещами с правильной энергетикой. Нужно хорошо думать, что оставлять в доме, что даже не приносить в свой дом и от чего нужно вовремя избавляться, для того, чтобы потом не думать, как же решить сложившуюся ситуацию. Наш дом за время жизни наполняет разнообразные вещи. Одни достаются нам по наследству, другие это, возможно, подарки, третьи мы покупаем сами. Есть вещи, глядя на которые, мы испытываем неприятные эмоции и ощущения, но так как это подарок от человека, который нам дорог, мы не избавляемся от них, а продолжаем испытывать определенный негатив. Храним, чтобы такого человека не обидеть. Это делать категорически нельзя, так как такая вещь с каждым днем, когда вы на нее смотрите, напитывается определенным негативом и постоянно притягивает его. Ведь вы знаете, что положительное притягивает положительное в больших размерах, а негатив притягивает негатив. Это ваш дом, вы должны заполнять его только тем, глядя на что у вас будет подниматься настроение, улучшаться эмоциональный фон, и вас окружать будут только хорошая энергия. Также есть список вещей, которых не должно быть в вашем доме. И, конечно же, у каждого знака зодиака это разные вещи. Ведь если по незнанию они там находятся, то способны принести, к сожалению, непоправимый вред. Отбить из него гармонию, разрушить энергетическое наполнение дома и в результате оставить его только наполненным негативом. Это будет влиять на эмоциональное состояние, на депрессию, апатию, а агрессия будут окружать вас. Также хроническое заболевание начнут и о себе напоминать. Будет постоянно болеть голова, крутить суставы, повышаться пульс, из-за чего будут накатывать приступы паники и будут хотеться скорее выйти из дома. Итак, давайте начнем со знака зодиака Овен. Уважаемые умные, вы тот знак зодиака, который подходит ко всем вопросам только с практической стороны. Таким людям нужно, чтобы вещи, которые окружали их, все были в использовании. Люди этого знака зодиака должны пользоваться всем, что находится в их доме. Если этого не происходит, они расстраиваются и притягивают в этот момент негатив. Таким людям нельзя заполнять дом такими вещами, как статуэтки, различные фигурки. Нужно выбрать одну статуэтку, заговорить ее, и она будет притягивать нужные энергии, но не приносить вред. Представителям данного знака зодиака не нужно накапливать много обуви. Также та, которая не подходит, вышла из моды, не должна собираться. Если вы ее не носите, не заставляйте бессмысленно свой дом. Таким образом, вы только будете перекрывать поступление нужных энергий к себе.
У Овнов обязательно в доме должен быть оберег, сделанный из металла. Он будет притягивать светлые энергии в их дом. А когда принесете его, проговорите такие слова: «Энергии нужные в дом мой привлекай, их в течение дня излучай». Он будет помогать вам и притягивать в дом то, от чего вы действительно будете получать удовольствие. Далее Телец. И Телец – это тот знак зодиака, который любит комфорт, который старается принести в свой дом как больше вещей. К сожалению, это большая ошибка, так как это перекрывает доступ для положительных энергий, из-за чего начинаются ненужные неприятности. Поэтому в доме представителей данного знака зодиака обязательно должны быть вещи только в одном стиле. Нужно взять за правило, что главное не количество, а качество. Пусть их будет меньше, но они будут дороже, чем много и того, что не будет иметь ни вида, ни ценностей. У представителей данного знака зодиака не должно быть скопления и постельных комплектов. Их лучше чаще обновлять, а прежние отдавать тем, кто нуждается, или продавать. В доме у Тельца обязательно на столе должна постоянно стоять тарелка с фруктами. Когда будете размещать, проговорите такие слова: «Дом мой благополучие наполняет, нужда стороной его обминает». Таким образом, ваш дом будет всегда полной чашей. Близнецы. Уважаемые близнецы, вы тот знак зодиака, который старается заполнить свой дом только тем, что он любит, но часто не избавляется от подарков, которые вам принесли, для того, чтобы не обидеть того, кто этот подарок сделал, и тем самым притягивать ненужный негатив в свой дом. Поэтому представителям этого знака зодиака обязательно нужно изменить подход к подаркам, и все, что вам не нравится, не должно находиться в вашем доме. Все вещи вы должны в свой дом выбирать только сами. Также в вашем доме обязательно должен быть оберег, который вы сделаете сами. Подберете его в зависимости от того, что бы вы хотели притянуть в свой дом. Разместите по правилам и проговорите такие слова: «Оберег создаю, то, в чем нуждаюсь, в дом притяну». И очень скоро это действительно заполнит ваш дом. Рак. Уважаемые раки, вы тот знак зодиака, который не всегда может сосредоточиться на своих планах, что мешает вам с легкостью их добиваться. Поэтому этому знаку зодиака нужно уменьшить провождение времени за компьютером, телевизором, возле радио. Такие вещи ни в коем случае не должны находиться в спальне или в том месте, где вы много проводите времени. Эти вещи излучают сильное энергетическое поле, и чем больше представителей данного знака зодиака будут проводить возле них, тем больше разрушится их энергетическое поле, из-за чего в результате они станут более слабее и подвержены чужому влиянию. Вам нужно найти, что будет помогать вам настроиться на позитивные мысли, выстроить правильные планы. Это может быть общение с кем-то из близких людей, любимая музыка или ваше любимое занятие или хобби. В доме лучше возле компьютера должна находиться заговоренная на изобилие монета желтого цвета. А когда разместите ее, то проговорите такие слова: «Положительные энергии не отгоняю, их наоборот к себе в помощь призываю, изобилие с их помощью получаю». Далее лев. Уважаемые львы, вы тот знак зодиака, который старается выделиться из всех, так как хочет быть лидером. Он любит наполнять свой дом такими вещами, чтобы те, кто приходит в их дом, были очарованы. У них в доме очень часто можно увидеть камин, лепнину. Окружающие люди будут стараться дарить подарки в таком стиле, но не стоит их все принимать, так как многие из них, например, старинное зеркало, шкура любого зверя, будут притягивать ненужный негатив. От таких вещей лучше сразу отказаться, чем потом думать, что с ними делать, и возобновлять энергетику дома. Для того, чтобы подпитывать свое энергетическое поле, заговорите зеркало, следите за ним и каждый день, когда смотритесь в него, проговаривайте такие слова: «Биополе свое укрепляю, в большем размере энергии зеркала излучаю. Счастье, удача окружают и во всех делах мне помогают». Далее Дева. И Дева – это тот знак зодиака, который любит, чтобы возле него все было просто,
но в то же время комфортно. Представители данного знака зодиака не любят роскоши, но и не любят окружать себя дешевыми вещами, где вам нужно дарить только те подарки, которые вы уверены им понравятся, а это сделать довольно непросто. Поэтому лучший подарок для них – это все-таки деньги. Представителям данного знака зодиака нужно научиться избавляться от старой посуды, менять ее периодически, а прошлую раздавать тем, кто действительно в ней будет нуждаться. Удив, обязательно под ковриком в прихожей должны находиться 3 монеты желтого цвета, которые будут приманивать в их дом денежную энергию, когда вы их разместите. И обязательно проговорите такие магические слова. Положительные энергии в дверь эту войдут, денежную энергию с собой притянут, весь негатив стороной обойдет и проблемы не принесет. Весы, уважаемые весы, вы тот знак зодиака, который прямолинейный, и это периодически создает вам проблемы в жизни. Поэтому очень важно, уважаемые весы, наполнять свой дом только такими вещами и предметами, которые будут помогать вам наполнять дом светлой энергией. Также в доме представителей данного знака зодиака не должно быть острых углов. Это поможет вам сделать так, чтобы нужные энергии передвигались по дому и не было застоя. Зажгите свечу и обойдите ваш дом и проговорите такие слова. В доме углов острых нет. Я с огнем прохожу, энергетический цикл запускаю, энергии в помощь призываю, характер в лучшую сторону меняю, прямолинейность оставляю, мягкость принимаю. Далее Скорпион. Уважаемые наши Скорпионы, вы тот знак зодиака, который любит свой дом наполнять вещами с историей. Вы стараетесь с любой поездки привезти что-то в свой дом, от чего у вас возникают достаточно хорошие воспоминания. Но помните, что вы не должны заполнять свой дом предметами, значения которых вы не понимаете. Например, это могут быть статуэтки с других стран, маски, надписи какие-то на предметах, которые невозможно вам перевести, вы не понимаете их смысл. В доме представителей данного знака зодиака обязательно должно быть много света. Это будет помогать больше наполнять энергиями жилье. Также у представителей данного знака зодиака обязательно должен быть цветок, который нужно разместить на подоконнике. Он будет притягивать энергии, при этом нужно проговорить такие слова. На сакральном месте цветок стоит, нужные энергии в дом притянет. Далее Стрелец. Уважаемые Стрельцы, вы тот знак зодиака, которому очень важно, чтобы все вещи в вашем доме были на своих местах. Вы от этого получаете моральное удовольствие. И если к вам в дом приезжают гости и разводят бардак, вам это не просто вытерпеть. Представителям данного знака зодиака обязательно нужно следить за тем, чтобы на полочках в вашем доме не было пыли, так как пыль способна портить энергетику дома и притягивать негатив, который, наполняя дом, будет вызывать не только дискомфорт, но и неприятности. Представителям данного знака зодиака нужно после уборки брать по 3 горошинки черного перца, размещать их в каждой комнате в углу и проговаривать такие слова. Вокруг себя в доме смотрю, созерцаю, что пожелаю, то получаю. Эмоции нужные в этот момент излучаю, свой дом гармонией и любовью наполняю. Далее Козерог. Уважаемые Козероги, вы тот знак зодиака, который любит старые вещи. Вы любите притягивать воспоминания о близких людях, о путешествиях и счастливых моментах. Эти вещи нужно вам обязательно все пересмотреть, так как за промежуток своей жизни их накопилось достаточно много, а это мешает представителям данного знака зодиака двигаться вперед. Вы часто не можете это отпустить, что мешает вам в жизни. Представители данного знака зодиака очень умны, упрямы и редко когда кого-то слушают, поэтому не стоит, попадая в ваш дом, давать советы по каким-либо вопросам. Когда вы пересмотрите вещи, которые вы не используете и которые просто лежат у вас без дела, сложите их в одну кучу. Сверху положите салфетку белого цвета, насыпьте в нее 3 щепоточки соли и проговорите при этом такие магические слова. Энергии наши разрываю, прошлое в прошлом оставляю.
В новую жизнь вступаю и приятные события обретаю. Далее Водолей. Уважаемые Водолеи, это тот знак зодиака, который любит свободу во всем. Ему не нравится, когда вещи ему мешают. Ему некомфортно будет и в доме, который будет ними заложен, заставлен. Вам нужно, чтобы то, что заполняет ваш дом, вам очень нравилось. Представители данного знака зодиака не любят подарки, которые им стараются навязать, при этом испытывают злость и неприятные эмоции. И чтобы этого не было, нужно от них сразу избавляться. Также представители данного знака зодиака не будут наполнять свой дом вещами и предметами, как у кого-то. У них все должно быть индивидуально и отличаться от других. Представители данного знака зодиака часто видят вещи и сны. У них очень развита интуиция, поэтому в их доме обязательно должна быть вещь из натурального камня, который им нравится. Поэтому разместите ее возле спального места и каждый день перед сном берите ее в руки и проговаривайте такие слова. Только хорошее в свою жизнь принимаю, что мне не нравится, отпускаю, интуицию развиваю, биополе восстанавливаю, сны нужные в жизнь призываю, что плохое приснится, тут же забываю. Далее рыбы. Уважаемые рыбы, вы тот знак зодиака, который любит собирать нужные и ненужные вещи. И заполняете вот все это вокруг себя. Поэтому вы принимаете подарки с большим удовольствием, не думая о том, от кого этот подарок, какой смысл он несет и стоит ли его приносить в дом. Вы часто, уважаемые рыбы, стараетесь повторить интерьер за кем-то, из-за чего перестают вы внимательно следить за своей жизнью. И вы знаете, вот из-за этого в такие моменты вы упускаете, что важно именно для вас. Поэтому вам нужно пересмотреть свою жизнь полностью. В своем доме избавиться от вещей, которыми вы не пользуетесь на протяжении долгого периода времени, от предметов, которые не доставляют вам удовольствия или не находятся в пользовании, а просто лежат так. Когда вы это сделаете, промойте пол во всем доме соляным раствором. В него обязательно положите цветок бадьяна, кусочек имбиря и палочку корицы. При этом обязательно проговорите следующие магические слова. Привычки плохие отпускаю, от вещей ненужных место освобождаю. Хорошие энергии придите и место эти с собой заполоните. Друзья, теперь вы знаете, какие вещи не стоит держать дома каждому знаку зодиака, которая, казалось бы, достаточно простая информация, но многие эту информацию игнорируют, и потом это приводит к определенным, не всегда хорошим последствиям. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно и полезно, и смотрите. Там, друзья, много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.